Заканчивался 1240 год. Прошло всего 3 года, как полчища монгольского хана Батыя вторглись в пределы Древней Руси. Войска русских княжеств были разгромлены многочисленной монгольской армией. Пали Рязань, Владимир, Киев, Чернигов. А северным русским городам – Новгороду, Пскову, Полоцку – угрожал враг не менее опасный. На Русь двинулись рыцари германского Ливонского ордена. У новгородцев осталась одна надежда – просить помощи у владимирского князя Ярослава Всеволодовича. Во Владимир направилось новгородское посольство. Прибыв во Владимир, новгородские послы были не просто поражены. То, что они увидели, было страшно, и новгородцы поняли, что такое монгольское нашествие. И главное было в том, что значительная часть горожан из него ушла. Малолюдство на улицах обычно кипящего жизнью, изобильного, торгового средневекового города всегда непривычно, всегда наводит на мысль о какой-то беде, поразившей посад. Город только недавно начал оживать. На пепелищах работали плотники. В княжьем тереме стучали топоры мастеровых. Но послов одолело сомнение. Не зря ли они ехали в такую даль? Помогут ли им здесь? Владимирцам впору самим просить помощи. Но назад дороги не было. Новгородцы склонили головы перед владимирским князем Ярославом Всеволодовичем. Ярослав Всеволодович, князь, сын Всеволода Большое Гнездо, занял престол после гибели брата Юрия в битве с ордынцами и был вынужден признать власть хана. Налаживал с монголами дипломатические отношения, для чего ездил в Золотую Орду к Батыю. Имел нескольких сыновей, одним из которых был Александр, прозванный Невским. Новгородцы просили прислать в помощь княжеского сына Александра с воинской дружиной. Будь у них хоть один шанс решить дело иначе, они никогда не пришли бы к князю. Тем более, что отношения новгородцев и с Ярославом, и с его сыном Александром складывались не лучшим образом. Александр Невский, князь, второй сын Ярослава. В возрасте 7 лет вместе с 9-летним братом Федором был оставлен в Новгороде как официальный представитель отца. Во время голодного бунта новгородцы попытались расправиться с молодыми князьями, но безуспешно. Это стало первой обидой Александра на вероломство новгородцев. Александр давно понял, Вечевая республика, такая как Новгород, никогда не признает полной власти князя. Новгородщина богата, но переменчива. Удержать здесь власть можно только силой. Новгород Великий, столица Новгородской Боярской республики, поддерживал торговые связи с другими русскими княжествами, с Европой и поволжскими государствами. Высшей властью здесь были не князья, а народное собрание, вече, которое избирало правителя, посадника. Князей приглашали из других городов лишь в качестве предводителей войска и верховных судей.
Князь, согласившийся править в Новгороде, понимал, что прогнать его могут в любой момент. Но за службу город будет хорошо платить ему и войску. А потому даже изгнанные из Новгорода военачальники, получив новое приглашение, возвращались обратно. Новгород – это самое главное. Это торговые ворота всей Руси. Не только северо-запада, но всей Руси. Новгород обеспечивает транзитную торговлю на Балтике. И поэтому Ярослав Всеволодович в любую секунду придет Новгороду на помощь, несмотря на все свои сложные отношения, возможно, даже не любовь, просто потому что он ему выгоден. Если у нас есть несовпадение интересов между князем и Новгородом, мы знаем случаи, когда великие князья Владимирские ставили Новгород в условия экономической блокады и морили голодом фактически этих людей. Но как только внешняя угроза, есть риск потерять эти торговые ворота, конечно, тут уже никаких сомнений. Великий князь приходит на помощь Новгороду. Ярослав всегда приходил на помощь новгородцам. Когда немецкие рыцари захватили в новгородских землях город Юрьев, князь привел туда свои полки. Немецкие рыцари собрали ополчение и двинулись навстречу русским. Возле реки Амовжа они атаковали позиции Ярослава. Это был первый бой для 14-летнего Александра. Рыцарский орден меченосцев был образован в 1202 году. Официально именовался «Братья Христова воинства». Отличительным знаком был красный меч с крестом на белом плаще. В ходе боя конные немецкие рыцари, облаченные в тяжелые доспехи, отступили на ледяной покров замерзшей реки. Тонкий лед начал ломаться, и всадники провалились под него. Победа Ярослава была полной. Несмотря на это, новгородцы тяготились властью князя и попросили его покинуть город, чтобы вернуться к самоуправлению. Невероятно, но Ярослав четырежды соглашался княжить в Новгороде, защищая его от врагов, и 4 раза покидал его, не в силах ужиться с новгородской вольницей. И вот Новгород снова просит помощи. Но приглашали они не Ярослава. «Княже, дай нам твоего сына. Александра хотим к себе князем». Александр не хуже отца знал характер новгородцев. В 1236 году, в возрасте 16 лет, он тоже правил Новгородом и построил вокруг города ряд крепостей. Здесь же вступил в битву, которая даст ему имя Невский. Летом 1240-го шведская флотилия под командованием Биргера Магнуссона, зятя шведского короля Эрика XI, и военачальника Ульфа Фасе вошла в устье Невы. Шведы намеревались поставить здесь крепость, чтобы затем подчинить себе и окрестности. В первую очередь русскую Ладогу. Шведы вели себя уверенно и даже послали Александру послание: «Если можешь, защищайся, ибо я уже здесь и разоряю землю твою». Узнав о вторжении, молодой князь принял решение не дожидаться помощи из Владимира и лично ответить на дерзкое письмо. Перед битвой Александр пришел в церковь Святой Софии. Помолившись, он обратился к своей дружине, собравшейся возле храма. «Не в силе Бог, но в правде. Вспомним песнотворца, который сказал: иные с оружием, а иные на конях. Мы же имя Господа Бога нашего призовем. Они поверженные пали, мы же устояли и стоим прямо». Александр атаковал шведов в воскресенье 15 июля около 10 часов утра. Александр Невский, как нормальный военный, в первую очередь, не рыцарь, а военный, он видит, что есть враг, у него есть цель. Какая? Победить. Зачем же еще на войну-то ездят? Поэтому он не вступает ни в какие эти вот рыцарские дела, когда противнику говорят: прекрасные силы, защищайтесь. Александр Невский утром рано, когда враг спит, 3 колоннами атакует
спящий лагерь. Естественно, там боевое охранение стоит, конечно же, потому что я не склонен считать шведов как какими-то лопухами, размазнёй и так далее. Они, тем не менее, резкая атака с 3 направлений. Наши войска, новгородские, переславские, врываются в лагерь шведов, и там происходит рубка. Как это конкретно происходило, мы, конечно, не можем знать. Шведы бежали на кораблях. Враг понес большие потери. Весь берег рядом с местом высадки был усеян убитыми. Именно эта победа даст Александру уже после его смерти народное прозвище Невский. Но чего Александр не ожидал, так это того, что новгородское вече уже зимой изгонит его, своего недавнего спасителя, из города вместе с женой и новорожденным сыном. Разногласия между князьями и новгородцами носили разнообразный характер. Горожане привыкли сами устанавливать законы, порядок торговли, пошлины. Но когда у власти в городе становился князь, он вносил поправки в установленные обычаи, требовал жалования для войска, собирал налоги на нужды обороны. Споры приводили к конфликтам. В другом городе князь мог казнить спорщиков, либо прогнать вон. Но не в Новгороде. Приходилось либо уступать в ущерб своему авторитету, либо покидать город. Это была обычная практика. Князь никогда не мог находиться в Новгороде слишком долго. Мы не знаем вообще ни одного князя, который правил бы в Новгороде очень продолжительное время. Тем более, если это успешный, сильный правитель, новгородцы обязательно указывали ему, как говорили, путь. Указали путь, то есть разорвали с ним контракт и отправили домой. Просто потому, что князь мог взять слишком большую власть, а это была прямая угроза республиканскому строю. Естественно, все заинтересованные лица строго следили, чтобы князь не взял слишком много власти, для чего был самый простой способ не бороться с ним внутри Новгорода, а просто его выгнать. Теперь, когда послы вновь пришли просить военной помощи, Ярослав сказал, что сын его говорить с ними не желает, и они могут возвращаться обратно. Но новгородцы не отступали и объяснили свою беду. Снова Новгороду грозили германские рыцари. Теперь остатки ордена меченосцев объединились с мощным Тевтонским орденом. Тевтонский орден был образован в 1198 году. В него входили опытные воины, участвовавшие в боевых действиях на Святой Земле в Палестине. К середине 30-х годов XIII века Тевтонский орден завоевал Пруссию, огромную территорию в Северной Европе, и построил там ряд мощных замков. После объединения ордена меченосцев с тевтонцами в Восточной Прибалтике образовалось мощное военное государство, названное Ливонским орденом. Вся мощь католического рыцарства двинулась из Прибалтики на Русь. Новгородские послы рассказали, что сначала под ударом оказались земли Пскова. Враги захватили и сожгли город Изборск, перебив весь гарнизон. Псковская рать, направленная против рыцарей, была разбита, и вражеское войско осадило сам Псков. Взять город они не смогли, но сожгли пригород. Псковский Кремль устоял, и немцы взяли город в осаду. Сама сдача Пскова была не вполне обычной с точки зрения современного человека. Дело в том, что псковичи были далеко внутри себя не едины по отношению к Ливонскому ордену. Они с ним были в торговых отношениях, а когда наступали замирения и не выясняли, кто правильнее верует во Христа, католики, рыцари или православные псковичи, они вместе ходили походами против язычников, ятвягов и литовцев. Так что Ливонский орден для псковичей совсем уж чужим
и стопроцентно враждебным не являлся. Вот по этой причине посадник Твердила Иванкович, лидер сторонников самостоятельности Пскова от господина Великого Новгорода, и сдал город рыцарям без боя, считая, что таким образом Псков из-под тяжелой руки Новгорода Великого выйдет. Однако не все псковичи были с посадником согласны. И вот тогда он предложил тем, кто заперся в Кремле, компромисс. Кто не хочет порывать связи с Новгородом, пусть забирает свои семьи и уходит на берега Ильменя, на Волхов, в Новгород Великий. Кому Псков дороже, кто согласен, пусть остается. Те, кто ушли и принесли в Новгород весть о том, что теперь в Пскове сидят ливонские рыцари. Немцы оставили в Пскове рыцарей с отрядом, и вскоре псковский гарнизон начал нападать на новгородские владения. Враги захватили русский городок Тесов, а близ побережья Финского залива основали крепость Копорье. Вражеская конница нападала на русских купцов уже в 30 верстах от самого Новгорода. Именно тогда новгородцы решили молить великого князя Ярослава о поддержке. Ярославу едва удавалось сохранять свою власть под давлением Золотой Орды. Но если германцы возьмут северные города, то соседом на западе у него окажется враг не менее грозный. Под двумя ударами, германским на западе и монгольским на востоке, могли исчезнуть и остатки русских княжеств, и само понятие «Русь». Германцев следовало остановить. Но Александр отказался вернуться в Новгород. Он считал новгородцев неблагодарным народом и ненадежным союзником. Ярослав понимал обиду сына, но бросать Новгород на растерзание немцам нельзя. И великий князь нашел выход. В Новгород отправился другой его сын, Андрей. Андрей Ярославич, третий из 8 сыновей Ярослава Всеволодовича, младший брат Александра Невского, будущий князь Суздальский и великий князь Владимирский. Участвовал в Ледовом побоище. Прямые потомки его рода – князья Шуйские. Новгородские послы возвращались домой недовольными. Вместо Александра, снискавшего себе славу победой над шведами, они возвращались с Андреем, князем отважным, но еще молодым и неопытным. Когда Андрей со своей дружиной прибыл в Новгород, никто не решился встать под его знамена. Новгородцы опасались, что юный князь приведет их к поражению и лишит последней надежды. Между тем, каждый день приносил вести одна другой тревожнее. К немцам примкнули отряды прибалтийских племен, эстов. Они хозяйничали в новгородских землях, угоняли скот. Крестьяне попросту боялись выйти в поле. Новгородцы вновь отправили послов во Владимир со строгим наказом вернуться с Александром Ярославичем любой ценой. Великий князь Ярослав Всеволодович решил сам поговорить с сыном. Призвав к себе Александра, он попросил его забыть обиды. Князь должен выполнять долг перед Богом и народом не ради благодарности подданных, а для того, чтобы уберечь их от бед и защитить свою землю. И долг этот не зависит ни от благодарности, ни от клеветы. Христос терпел. А что человеческие горести по сравнению с мучениями Бога? Нельзя бросать Новгород на съедение врагам. Там наши братья, русские люди, как и мы, православные. Кроме того, поражение Новгорода сегодня – это наше поражение завтра. Александр
отправился в Новгород. Заканчивался 1241 год, когда князь Александр со своей дружиной въехал в город. Его встречала восторженная толпа горожан. В сердцах жителей зародилась надежда, и рада быша новгородцы, как сообщал летописец. Князь действовал без промедления, поскольку знал, его победа в быстроте. В город прибывали ратники из окрестных городов и деревень, и вскоре сформированное войско двинулось в поход. Александр взял штурмом построенную германцами крепость Копорье, изгнав оттуда вражеский гарнизон. Вскоре от Ярослава подошла часть Владимира Суздальского войска с братом Андреем, и объединенные силы двинулись на Псков. Гарнизон Пскова состоял из немцев и воинов племени Чуть. Чуть – новгородское название эстов и других угро-финских племен, проживавших в Прибалтике. Эсты составляли многолюдный резерв немецко-рыцарского войска. Активно участвовали в боевых действиях против Руси и сами неоднократно совершали набеги на земли Новгорода. Псков взяли быстро. Часть гарнизона перебили, а пленных отправили в Новгород. Псковские и новгородские земли были очищены от врага, и весной 1242 года Александр двинулся на территорию врага. Стремительным маршем русское войско вошло в Чудскую землю. Как сообщает летопись, дружины Александра пошли в зажитие и оказались в разгоне. Другими словами, русское войско разделилось. Малые отряды разоряли земли и селения врага, угоняли скот, захватывали пленных. Это очень стремительное предприятие. Они безо всякой долгой подготовки немедленно выходят на вражескую территорию. О чем у нас есть два точных указания в летописи. Очень узнаваемые и правильные термины, а именно Невский отправил войска в разгон и в зажитие. Разгон – это грабеж напрямую, то есть он грабил вражескую территорию. Зажитие – то же самое, это, как бы мы сказали, фуражировка, то есть набор еды, корма для лошадей, опять же, который осуществлялся обычно на вражеской территории насильственными методами. Нападая на вражеские владения, Александр показывал, за каждый набег неотвратимо последует возмездие. За грабеж – грабеж, за смерть – смерть. Отряды Александра двигались быстро, нанося удары то здесь, то там. Князь знал, немцы уже стягивают отряды для контрудара. Из освобожденного Пскова князь Александр Ярославич стал посылать сторожи на эстскую сторону, за Чудское озеро. Это была территория, подведомственная дербцкому епископу. Дербт – старинный русский Гюргев, Юрьев, современная Тарту. Основал его еще Ярослав Мудрый, в честь свою и назвал. 20 лет еще тому назад там эсты и новгородцы бились против рыцарей, не желая покоряться, но карты легли так, что Юрьев стал дербтом. Теперь в городе жили переселенцы из Германии. И, естественно, епископ и рыцари, жившие на земле епископства, вовсе не собирались уходить и уступать эти земли. А набеги сторожей Александра их разоряли. Вот тогда-то епископ Дербта и решил нанести ответный удар, мобилизовав рыцарство, жившее на территории ему подведомственной, и набрав ополчение из эстов. Предполагается, проверить очень трудно, что он мог попросить помощи еще у датчан,
которые тоже лет 20 назад оккупировали север Эстонии, побережье Финского залива, где и начали возводить Ревель, современный Таллин. Так или иначе, но стало собираться войско для похода против дерзкого русского князя. Собранное в спешном порядке немецкое войско выступило из Дербта против Александра. Кто командовал рыцарской армией, в точности неизвестно. На эту армию и наткнулся небольшой передовой отряд русских воевод Кербита и Домаша Твердиславича, брата новгородского посадника. Столкновение закончилось для русского отряда трагично. Часть воинов встала против врага и попыталась сдержать натиск. Но силы были неравны. Весь отряд во главе с Домашем Твердиславичем полег до последнего человека. Другая группа уходила от преследования, чтобы предупредить Александра о надвигающейся опасности. Узнав о выступлении рыцарей, князь приказал спешно стягивать отряды в единый кулак. Помчались гонцы с приказом немедленно возвращаться под главный стяг. Счет шел на часы. Группы ратников стекались отовсюду. Дружинники гнали коней. Александр отступал в сторону Пскова, чтобы собрать все силы воедино и приготовиться к битве. Немецкое войско буквально дышало в спину русским, стремилось догнать их, выбить со своей территории, лишить добычи и пленников. Александр остановился лишь у Чудского озера, которое покрывал лед. Где же произошла битва? Почему ее называли до революции вообще ледовитое побоище? И в советское время ледовое. Надо вам сказать, что 5 апреля – это весна. И в те времена весна начиналась дружнее и раньше, чем ныне. И земля, освобождающаяся от снега и льда, становилась рыхлой и вязкой. Кавалерия на ней действовать не может. Напомним вам, что рыцари и дружина Александра Ярославича и брата его Андрея – это конное войско. Посему необходима почва, на которой конница может легко передвигаться. Либо это лед, либо промерзлая земля у самого берега, покрытая еще тоже снегом и частично льдом. Вообще известно, что народы Северной Европы, Бассейно-Балтийского моря и норвежцы, и датчане сражались друг с другом на льду. Так что ничего удивительного в том, что такую, с позволения сказать, почву выбрали для битвы, нету. Я сам лично бывал в Самолве, на берегу озера, там, где и считается, что произошла битва. И есть очень большое основание полагать, что битва, конечно, была не посреди озера и не на льду в прямом смысле, как в великом фильме Эйзенштейна, а на берегу, покрытым снегом и льдом. В летописи сказано точно: из-под снега виднелась прошлогодняя трава. На льду, на озере никакой прошлогодней травы быть не могло. Вечером перед генеральным сражением Александр слушал доклады лазутчиков, проверял дозоры и обдумывал повороты предстоящего боя. Князь понимал, что победа в этом сражении надолго отвадит немцев нападать. Германскую угрозу нужно было ликвидировать одним ударом, здесь и сейчас. Долго молился князь перед битвой. «Суди, Боже, и рассуди прю мою от языка велеречивого». Утром 5 апреля 1242 года Александр построил войско на льду Чудского озера. Ну, опять же, мы всего не знаем, возможно, и был лед. Другое дело, что мы не знаем точно место боя до сих пор.
Потому что все археологические экспедиции, которые предпринимались на этой территории, хотя и отчитывали, что вот теперь-то мы точно нашли место сражения, но объективных данных нет. Объективные данные — это находки предметов вооружения массированно, возможно, костяков убитых, но их нет. Мы не знаем ничего конкретного о том, где было место боя, потому что данные летописи предельно размыты. Армия Ливонского ордена встала напротив новгородской рати. Два строя разделяло несколько сотен шагов. О ледовом побоище существует много мифов. По одному из них на Чудском озере столкнулись силы, сравнимые с армиями времен Великой Отечественной войны. Но большинство ученых полагают, что немцы имели 35-45 рыцарей, около 100 кнехтов и несколько сот воинов из племени Чудь. Численность новгородцев – около 100 человек дружины и около 500 воинов городового полка. Сколько же сошлось воинов в день 5 апреля 1242 года там, на стыке Орденских земель и Псковских? Ученые предполагают, что конных воинов, составивших свинью, могло быть около 400. При них 700 пеших эстонских кнехтов, шедших за ними уступом. Со стороны Новгорода, очевидно, по 300 дружинников Александра Ярославича и брата его Андрея. И 1000-1500 пешего ополчения Новгорода. Вот и считайте, много это или мало. По средневековым канонам вполне достаточно. В эпоху Средневековья силу войска в большинстве случаев определяло количество рыцарской конницы. Тяжело вооруженный всадник несколько столетий играл на поле битвы роль настоящего танка. Рыцарь-брат Тевтонского ордена носил металлический шлем, напоминающий по форме ведро или горшок. Его тело защищали акитон, стеганное одеяние, которое надевалось под доспехом, и кольчуга с длинным рукавом. Вооружение всадника составляли тяжелое копье и меч. Коней для рыцарей выбирали сильных и мощных. Защищала коня стеганная плотная попона. Рыцарь в таких доспехах на могучем коне был мало уязвим и просто страшен для пехоты. Ниже рангом шли кавалеристы, не имевшие столь мощных доспехов и вооружения, оруженосцы, наемники, богатые горожане Дерпта. Вопреки устоявшемуся мнению, и русский княжеский дружинник, и новгородский боярин не уступали рыцарям ни по доспехам, ни по вооружению. Всадник старшей дружины носил либо пластинчатый панцирь, либо кольчугу. На голове шлем с полумаской и бармицей, кольчужной сеткой, крепившейся к нижнему краю шлема. Она защищала затылок, уши, шею, плечи, а порой и подбородок. Вооружение дружинника составляли щит, меч, копье, а порой еще и булава, лук со стрелами или боевой топор. По тяжести вооружения и доспехов дружинник порой превосходил немецкого рыцаря. В бою он нес на себе 30 и более килограммов металла и оставался таким же живым танком, как и орденский брат. Русские дружинники, так же как и рыцари, пользовались и копьями, и мечами. Таранный удар рыцарской конницы отражать было нелегко. Но затем приходилось сражаться лицом к лицу, и здесь умение владеть мечом, топором, булавой давало преимущество. Воины Новгорода и Пскова были людьми зажиточными и хорошо вооруженными. Имелось среди новгородцев и немало лучников. Поразить стрелой скачущего рыцаря трудно, но конь был отличной мишенью для опытного стрелка. Воевать русская пехота умела, и случайных людей в войске не было.
Рыцари выстроились в прямоугольном или клиновидном боевом порядке, который называли «Великая свинья». Отборные рыцари таранного клина строились в 5 шеренг. В первой 7-9 конных рыцарей, в замыкающей от 11 до 13. Общая численность тяжело вооруженных конников клина составляла от 35 до 65 человек. Шеренги выстраивались с таким расчетом, что каждая последующая увеличивалась на флангах на 2 рыцаря. Таким образом, каждый крайний воин охранял и подстраховывал стоящего впереди. Поэтому клин был почти неуязвим с флангов. Старшая рифмованная хроника говорит, что туда пришло 35 рыцарей. Ну, понятно, что у каждого рыцаря было 2-3 боевых слуги и эстонские наемники. Вот та самая чуть без числа, о которой говорит русская летопись. Возможно, всего их было вот немецкой профессиональной части около 120-150 человек и 300-500 человек наемников. Это легкая конница. Там пехоты не было вообще. Вот вся эта масса вылетает на поле, где уже в полном порядке стоят новгородские силы. За клином следовала основная часть войска – несколько десятков шеренг. Они состояли из конных кнехтов и боевой свиты рыцарей. В основном это были лучники, арбалетчики и оруженосцы. Набравшую скорость рыцарскую колонну остановить было очень трудно. Но у нее был свой недостаток – невозможность маневрировать. Стоя среди своего войска, Александр наблюдал за противником. Вот эти вот 150 человек – это смертельно опасная боевая машина, которой можно проиграть сражение, даже если тебя будет в 3-5 раз больше, просто они растопчут вас. И поэтому вперед Невский посылает конных лучников, стрелков. Александр намеренно подставил под удар лучников. Им тяжело придется. Но основные силы русского войска получат решающее преимущество. В начале шагом, а затем, набирая ход, всадники приближались к русскому строю. Когда немецкий клин разогнался, до русского строя донесся лязг приближающейся стальной лавины. Лед Чудского озера дрожал и гудел от копыт тяжелых коней. Битва началась. Первый удар рыцарской колонны был страшен. Затоптанные лошадьми, сраженные копьями, десятки ополченцев легли бездыханными в первые же секунды боя. Новгородский строй был рассечен надвое, словно железным клином. Воины отступали, неся большие потери. Они яростно сопротивлялись, осыпали неприятеля стрелами, но противостоять мощи ударного клина не могли. Сопровождавшие немцев эсты устремились в брешь, пробитую рыцарями. Первый этап сражения принес рыцарскому воинству успех, но испугать и рассеять русских не удалось. Позади стоял княжеский дружинный полк. Пока передовые отряды рыцарей пробивались через строй новгородцев, княжеские дружины не трогались с места, ожидая приказа. По мере того, как рыцари пробивались вглубь русского строя, их скорость уменьшалась. Всадники отбросили в сторону тяжелые и бесполезные в толчье копья и взялись за мечи. Они еще двигались вперед, но уже тяжело и медленно. Хрипели уставшие кони. Каждый следующий метр давался рыцарскому клину все с большим трудом. Русская конница стояла, не шелохнувшись. Рыцари приблизились к конному строю русских, но пройти дальше не смогли. Таранная мощь немецкой свиньи иссякла. И лишь тогда Александр поднял руку. «За господин Великий Новгород вперед!»
Набирая ход, часть русской кавалерии двинулась навстречу рыцарям. Другая атаковала левое и правое крыло неприятельского войска. Окружение в средневековом бою — это нечто смертеподобное. И больше 20 рыцарей погибло, было взято в плен, то есть, считай, 2/3 войска пропало. То есть победа была полная, безоговорочная, быстрая. И несмотря на то, что вот сейчас мы вот эту численность школьных учебников, которая там измеряется какими-то тысячами великими, уменьшили до стычки буквально там 300, 400, 500 человек с одной стороны и 600-700 с другой, ну это же совсем мало, нам кажется. Мы должны забыть все современные представления о том, что такое мало, что такое много. Этот натиск смешал ряды противника. Эсты, защищавшие немецкую колонну свинью с боков, бросали оружие и разбегались. Фланги рыцарского строя обнажились. И бысть сеча жестокая, и стоял треск от ломающихся копий и звон от ударов мечей. И казалось, что двинулось замерзшее озеро, и не было видно льда, ибо покрылось оно кровью. Так впоследствии напишет о страшном побоище на льду Чудского озера автор «Жития» Александра Невского. Число погибших на льду Чудского озера неизвестно до сих пор. По русским источникам пало 400 немецких воинов и еще 50 взяты в плен. Летопись указывает, немцев в основном перебили, а чуть гнали 7 верст. Немецкие источники сообщают о гибели и пленении 26 немецких братьев-рыцарей. Сколько погибло простых воинов, документы не сообщают. Победа была полной. Конница возвращалась назад после преследования врага. Воины помогали раненым и подбирали тела павших. Пленников погнали босыми по льду. Сначала Псков, а затем и Новгород встречали Александра и его воинскую рать. Под копыта коней летели серебряные монеты. По-особенному празднично блистали золотом купола Святой Софии Новгородской. А результат был потрясающий, потому что своей победой Александр Ярославич обеспечил Новгороду около поколения мирной жизни, потому что немцы не вступали после этого с Новгородом в войну еще больше 15 лет, если не ошибаюсь. Там, собственно, очень крупное, в самом деле мощное военное противостояние началось уже в 60-е годы 13 века, то есть через 20 лет. Мирное поколение. Господи, 20 немцев убили и 20 лет мир. Конечно, это была великая победа. И Невский показал себя в первую очередь, конечно, не великим полководцем, хотя этого никто не отрицает, а великим политиком. Сражение на Чудском озере, названное позже Ледовым побоищем, решило исход долгой войны. Немцы отправили в Новгород посольство во главе с Андреасом фон Стирландом, который подписал мир, официально отказавшись от Пскова, Тесова и Копорья. Русь не утратила ни клочка земли. Александр вернулся во Владимир. Пройдет немного времени, и после смерти отца он займет великокняжеский престол. Время потребует от него иных подвигов. На смену боевым походам придет политическое противостояние с Ордой и дипломатическая борьба с соплеменниками, русскими князьями. А пока он ехал мимо деревень и городов, разоренных монголами. Русь, ослабевшая под ханскими ударами, многим казалась легкой добычей. Но после Ледового побоища Александр знал, здесь сохранилась сила, способная похоронить любых торопливых завоевателей. Он был уверен, дойдет черед,
и до монголо-татар.